Всем добрый день! Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки спицами. Полностью лицевыми петлями будут связаны, на 2 спицах буду вязать. Это одну пару связала на большой размер, вторую уже на видео буду вязать вот так в таком цвете на размер 37-38. По ширине на 39 тоже проходит. Единственное, что будем регулировать длину подошвы. Значит, вязать я буду спицами, мне понадобится 2 спицы номер 2,5. Для обвязки и подошвы я возьму спицы круговые номер 3. Пряжа у меня белый, синий, голубой. Выбирай себе любой. Это турецкий акрил, 240 метров, 100 граммах. Вы можете вязать любой пряжей. Если метраж близко к моему, то мои расчеты вам подойдут. Вот так вот скажу. Так, значит, что еще хотела добавить? Они, вот смотрите, в зеркальном отражении. Один влево, один вправо смотрит, поэтому половина видео я провяжу большую часть, полностью весь следок отвяжу. Вот этот вот правый я провязала. А вторая часть, заключительное видео, я провяжу начало вот мыска и вот эту вот часть, чтобы было понятно, как это в зеркальном отражении. Потом много вопросов появляется. Угу. Значит, так, что я по длине его замеряла, не замеряла? Я в процессе вязания, как всегда, детали измеряла. Так, 23 сантиметра, вот он в спокойном состоянии. 9 по ширине. Ну, тянется что-то все. Советую связать. Переходим к просмотрам. На спице номер 2,5 я набираю 13 петель обычным способом. И первый ряд провяжу все лицевыми. 13. Сильно большой хвост оставила. Все провязываю до конца лицевыми. Кромочную буду провязывать изнаночной петлей. Довязала ряд до конца. Теперь лицевая сторона. Первые 5 петель вместе с накидом вяжу темным цветом. Синий у меня. Первую снимаю. Делаю одну добавку. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 петли голубым. 1, 2. 2 белым. 2 синим. Далее 4 петли вместе с накидом провязываю голубым цветом. 1, 2, 1 накид, добавка, 3 и последняя кромочная 4. Я считаю вместе с кромочной, но мне так удобно. Так, перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне вяжем все по узору, без изменений. Узор будет сдвигаться только по лицевой стороне. Первую снимаю. Далее вяжем все лицевыми. Четыре голубых, 2 синих, 2 белых, опять 2 голубых и оставшиеся темно-синим. Первый ряд изнаночную сторону сейчас провяжу. Далее изнаночные ряды я уже снимать не буду, потому что все будем вязать по узору, по изнанке, изменений никаких нет. Так, хвостики потом закрепим. Так, первый полный ряд провязали.
Перешли на лицевую сторону. Так, лицевая сторона. Опять вяжу с накидами. В начале и в конце ряда делаю по одной добавке. Я буду расширять мысок. У меня будет всего 27 петель. Поэтому в начале и в конце буду делать добавку. Вот эта вот средняя часть, голубой, белый и синий, в каждом лицевом ряду на одну петельку будет сдвигаться. Вот такие получатся у нас ступеньки. Смотрите. В каждом ряду в лицевом ряду на одну ступеньку сдвигаю 1, 2, 3, 4, 5. Провязала вот таких вот 5 ступенек, 5 дорожек. И иду потом, пойду в обратную сторону. Опять провязала 1, 2, 3, 4, 5. И опять иду вправо. Вправо, влево, вправо, влево. 1, 2, 3, 4. Вот таких вот угла я провяжу. И вот на 5 закончу. Так, забежала наперед, чтобы было понятно. Потому что 5 ступенек сейчас провяжу, там дальше будет идти повтор. Так, значит, вяжем далее. Первую снимаю. Одну добавили. 1, 2, 3, 4, 5. 5 темным провязала синим. Далее 2 голубых. 1, 2. 2 белых. 1, 2. 2 темно-синих. 1, 2. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю голубым цветом вместе с добавкой. 1, 2, 3, 4. Добавили одну. 5, 6. Провязали. Вот так вот получается. Теперь переходим на изнаночную сторону. Ах, узел завязался, смотрите. Ну, все провязываем по узору изнанку. Изнанку провязали, перешли на лицевую сторону. 1, 2 полных ряда провязали. Это получается у меня 3-й ряд узора. Продолжаем. Темно-синий цвет у нас в работе сейчас. Первую снимаю. Одну добавляем опять. 1, 2, 3, 4, 5 петель. Темно-синим провязала. Теперь далее что делаем? На одну петельку сдвигаю вот эту вот лестницу, как ее назвать. Так, голубой цвет. 5 синим, 2 голубым. 1, 2. 2 голубым провязала. Далее 2 белым. 2 синим. 1, 2. И оставшиеся петли до конца ряда вяжу голубым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна добавка. 7. И кромочная. 8 изнаночная. Переходим на изнаночную сторону. Все вяжем лицевыми по узору. Голубой над голубым, синий над синим, белый над белым. Так, довязываем изнаночный ряд до конца. 4-й ряд. Темно-синий цвет. Первую снимаем. Все то же самое вяжем сейчас. 1 накид, добавка. 1, 2, 3, 4, 5 петель провязала. 2 голубым. 2 белым. 2 темно-синим. 'Оставшиеся петли вяжу голубым цветом до конца ряда. И в конце ряда делаю одну прибавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Так, провязали. По изнаночной стороне сейчас свяжем по узору. Это у нас сколько получилось? 1, 2, 3. Это будет 4. 5 ряд провяжем точно так же. На одну убавим. Так, провязали 1, 2, 3, 4, 5. 5 дорожек с наклоном вправо. На спице у меня сейчас 23 петли. Я продолжаю делать добавки. Как я уже говорила, до 27 я буду расширять. Так, теперь это было вправо. Теперь сейчас буду сдвигать эту полосу влево. Так, первую снимаю. Опять одну добавляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель темно-синим цветом провязала. Теперь 2 голубых, 2 белых, 2 темно-синих. Идем в обратном направлении. Раз голубая, 2. Провязали 2 белых. 2 темно-синих. И оставшиеся до конца ряда провязываем голубым цветом, и в конце ряда делаю одну добавку. Очень просто, но смотрится очень хорошо. Так, довязываем голубым до конца. Так, одну добавила. То у меня получилось 25, и еще в одном ряду добавлю, и будет все. Перешли на изнаночную сторону, точно так же все вяжем по узору. Пришли на лицевую сторону. Так, последняя добавка у меня. Продолжаем вязать наш зигзаг. Первая на спице, одну добавила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 темно-синим провязала. Опять 2 голубых, 2 белых, 2 темно-синим. Сдвигаем это все дело. Смещается у нас. И так в каждом ряду по 5 дорожек, как я уже сказала, будем провязывать. Одна голубая, вторая голубая, далее одна белая, вторая белая, 2 белых провязали, 2 темно-синих провязали. Все, оставшиеся вяжем голубым цветом до конца ряда. По изнаночной стороне вяжем все по узору. Возвращаемся на лицевую сторону и продолжаем вязать. Вот 5 дорожек провязали, повернули вправо. Провязали 5 дорожек, повернули влево. Вяжем зигзагами. Значит, так, ну думаю, с этим все понятно. Все, довязала до края, повернулась. Сейчас 5 дорожек провяжем, опять поворачиваем повтор, как мы вязали в самом начале. Значит, мысок у меня будет в высоту 26 полных рядов. 26 вот этих вот зубчиков. Довяжу до конца. Замеряю в сантиметрах все это, пересчитаю заново, сколько получится. Так, одну набросила, все. Так, довязываем мысок. 1, 2, 3, 4. И вот на 5 я закончу, к вам вернусь. Закончила вязать мысок. Высоту я провязала 26 вот этих вот зубчиков, по зубчикам, если посчитать. Сейчас я его сразу замеряю в сантиметрах. Так, в ширину 9 сантиметров у меня и высоту 11. Так, теперь что дальше будем делать? Буду вязать, сначала правую половинку свяжу. Левая половина останется на спице, потом перейду, буду вязать левую половинку. Это мы сейчас свяжем какой? Правый следок на правую ногу, потому что узор у меня идет только с одной стороны, с другой стороны узора не будет. Так, значит, сейчас сразу первую петельку провязала голубым цветом. Эту правую сторону буду вязать всю голубым цветом. Лицевыми петлями сейчас провяжу длину до пятки. Я провяжу 22 ряда.
Так, 11 петель. Провязываю лицевыми. Первая на спице, считаю ее, кромочная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все. Эти пусть здесь остаются на спице. Продолжаю вязать 11 петель. Все вяжу лицевыми, платочная вязка. Довяжу до самой пятки. Провяжу нужную мне длину и замерю в сантиметрах. А потом перейдем, будем вязать вторую половинку. Значит, все вяжу лицевыми. Все одним цветом. Так, провязала 11. Развернулась на лицевую сторону. Продолжаю вязать. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Так, вяжем боковую часть, довяжем до пятки, встречаемся. Провязала я 22 зубчика в высоту. Теперь закрываю петли. По 2 петельки вместе провязываю. Закрываем. Закрыла петли. Так, сколько-то у меня в сантиметрах боковая часть. 8,5 сантиметров. В ширину 3,5. Теперь переходим ко второй части. Вторую боковушку сейчас будем вязать. Средние 5 петель я взяла на маркер. Я их не закрывала. Нитки здесь обрезала все. Зачистила сразу. Подвязала синий цвет. Теперь вяжем вторую половинку. 11 петель у меня на спице. 9 петель провязываю синим цветом, считаю вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И последние 2 петли провязываю голубым цветом. Кромочная, изнаночная. Перешли на изнаночную сторону. По изнаночной без изменений вяжем. Провязываем. Первую снимаем, вторая голубым лицевая. Все вяжу лицевыми петлями. До конца ряда провязываю темно-синим цветом. Кромочную провязываю изнаночной. Лицевая сторона. Здесь нам понадобится белый цвет теперь. Так, продолжаем вязать. 8 петель провязываю темно-синим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь одна голубым. Одна белым. Так, кромочную последняя должна быть синей, но я тянуть нить не буду, провяжу ее тоже белым. Голубая и 2 белых получилось. Развернулись. Все вяжем по узору изнаночную сторону. Перешли на лицевую сторону. Темно-синий цвет провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. 7 провязали. Одна голубым. Одна белым. И
2 последние темно-синим. Одну провязала лицевой и кромочная. Перешли на изнаночную сторону. Вяжем все по узору. Две синих, одна белая, одна голубая и остальные темно-синие. Довязываем ряд до конца. Лицевая сторона. 6 петель провязываю темно-синим цветом, считаю вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Одна голубым. Одна белым. Ниточки перекручиваю здесь, чтобы дырок не было. И 3 последних петли вместе с кромочной провязываю темно-синим. Один, 2 лицевая и 3 изнаночная кромочная. Перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору. Лицевая сторона. Теперь я буду убавлять. Ступеньки пойдут вниз. 7 петель провязываю темно-синим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одна голубым, одна белым и 2 синим. Одна голубым, одна белым и последние 2 темно-синим. Здесь мы по 2 ступеньки, по 2 петельки я делала, а здесь по одной. Поворачиваем вязание, изнаночная сторона, все провязываем по узору без изменений. Перешли на лицевую сторону, продолжаем. 8 петель провязываем темно-синим цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. Одна голубым, одна белым и кромочную тоже белым провяжу. Все, перешли на изнаночную сторону, провязываем все по узору. Лицевая сторона, провязываем 9 петель синим цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последние 2 петельки голубым. Одну провязала, одну кромочную. Все. Так, возвращаемся по изнанке опять, переходим на изнаночную сторону. Все провязываем по узору. Первый ромбик закончили. Теперь начинаем вязать все точно так же сначала. 8 петель провязываем темно-синим цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. Одна голубым. Идем вверх теперь. Одну голубым провязали и 2 белым. Одна лицевая и одна кромочная. Белым цветом это провязываем. Одна лицевая и одну кромочную провязали. Так, развернулись наизнанку. Вяжем по узору.
Кромочную сняли, белую провязали, голубую провязали и оставшиеся все синим цветом. Следующий ряд 7 петель теперь провязываем темно-синим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одну сдвинули, голубую, одна петля голубым, одна белым и оставшиеся 2 петли синим цветом. Одна лицевая и одна кромочная. Развернулись, изнанку провязываем по узору. Лицевая сторона, новый ряд, 6 петель синим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна голубым, одна белым и оставшиеся 3 петли темно-синим цветом. Возвращаемся по изнанке. Половину сейчас треугольника мы провязали. Теперь начинаем убавлять. Спускаемся вниз. То есть сейчас мы поднимались, прибавляли, теперь убавляем. Все, опять у нас идет повтор. Вот у нас были добавки вправо, теперь в обратную сторону. Добавили мы, теперь убавляем. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, голубую провязали синим, убавляем. 7 петель синим, одна голубая, одна белым и 2 оставшиеся синим цветом. Так будем вязать до самой пятки. Точно такое же количество рядов провяжем. Я к вам вернусь и пойдем вязать дальше. Вяжем. Довязала вторую половину до конца, точно так же закрыла петли. Теперь нить не обрезаю. На круговые спицы номер 3 я буду набирать петли по всему слитку. Наберу петли и высоту провяжу лицевыми петлями платочной вязкой. 1, 2, 3, 4, 5. 5 дорожек. Здесь 5 зубчиков. 5-6 дорожек. В общем, опять в зависимости от размера. Значит, следим, чтобы вот эти вот части, боковые части, по мыску, чтобы здесь везде у нас было одинаковое количество петель. Я сейчас наберу петли, потом скажу, сколько у меня петель вышло. Потому что вяжу новую пару, поэтому не знаю, сколько сейчас будет петель у меня. Так, в самую первую ввела крючок, набрала петельку под 2 дужками, захватываю ниточку, набираю. По изнаночной стороне вернусь, все лицевыми буду вязать. Так, набираем петли. Набрала петли по всему слитку. Теперь далее все вяжу лицевыми петлями. Сразу наметим серединку, чтобы потом было удобнее вязать подошву. Боковая часть у меня вот здесь вот 23 петли. По мыску до середины 26. У меня было 26 зубчиков, 26 петель я набрала с каждой стороны. Посередине я набрала точно так же 13. И здесь боковая часть тоже 23. Так, теперь все, продолжаем вязать дальше. Вяжем подъем сейчас 5-6 полных рядов, то есть 6 дорожек будет. 5-6 дорожек. Провяжу все лицевыми петлями. А потом перейдем к подошве. Так, темный цвет. Ай, прям черный. Так. Обвязываем весь следок. Провяжу, замерю этот подъем в сантиметрах.
вяжем. Обвязала весь следок. Так, что у меня здесь в сантиметрах получилось? 2,5 сантиметра у меня вот этот вот подъем. Теперь переходим к подошве. Подошву начну вязать на средних 11 петлях. Я вот эту сторону сейчас провязала, дошла вот до середины, взяла средние 11 петель. Сейчас еще по 2 петельки добавлю, по одной с каждой стороны, то есть, и будет у меня 13. Опять же, ориентируйтесь по своей ширине ноги, по плотности. Можно на пару петель меньше или на пару петель больше провязать. Подошву буду вязать всю точно так же платочной вязкой, все лицевыми петлями. Значит, сейчас что я делаю? Провязываю эти 11 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Лицевая. Так, развернулась. Подтяну сейчас вот эту вот спицу аккуратно, чтобы не слетела. Так, развернулась на изнаночную сторону. Первую снимаю. Первая, 1, 2, 3, 4. Провязываю 11 петель и одну добавлю. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 провязала и плюс одну добавляю лицевой петлей, провязала, получилось 12. Теперь провяжу сейчас 12 и одну добавлю, 13 петель. Так, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все, на 13 петлях я буду продолжать вязать. Теперь развернулись. Провязываю 12 петель по изнаночной стороне. 13 петлю буду соединять с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязывать по изнаночной стороне. Провяжу лицевой петлей. Так, пришла в конец ряда, последняя 13 петелька и петелька с боковой спицы. 2 вместе провязываю, лицевой соединила. Так, переходим на лицевую сторону. Первую снимаю, все провязываю лицевыми петлями, последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Соединяю, 2 вместе провязываю по лицевой стороне изнаночной петлей. Все, подтянули, развернулись на изнаночную сторону, опять все вяжу лицевыми, последнюю петельку соединяю. Соединим все петли до конца, до 5. Вот отсюда довяжем, я к вам вернусь и будем заканчивать. Довязали подошву до конца. Теперь переходим на пятку. Для этого я по боковым сторонам наберу петли. Под 2 дужки ввожу крючок, вытягиваю петельку. Так, наберу петли до конца. Набрала петли, теперь разворачиваюсь. Все провязываю 2 спицы лицевыми. И точно так же наберу со второй стороны петли. А потом буду закрывать пятку. Так, здесь у меня оставалась одна петля в конце ряда, я ее закрываю. Теперь перехожу на вторую сторону. И точно так же
под двумя дужками набираю петельки и вернусь по лицевой стороне, провяжу изнаночными и потом буду вязать пятку. Набираем. Набрала петли по второй стороне, вернулась изнаночными петлями. Теперь перехожу на пятку. Все буду также продолжать вязать лицевыми петлями. У меня подошва была 13 петель. Сейчас я возьму средние 11. На 11 петлях буду вязать пятку. Одну петельку сюда добавлю. Я набрала 15, сейчас получилось 16. Теперь 11 петель провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петелька соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночной по лицевой стороне. Перешли на изнаночную сторону, точно так же, как вязала подошву, буду вязать пятку, задник. Первую снимаем, продолжаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петелька, провязываю 2 вместе лицевой по изнаночной стороне. Все, перешли опять на лицевую сторону, продолжаем вязать пятку, соединим все петли до конца, закроем до самого верха. Довязала пятку до конца, закрыли петли. Теперь что я сделаю дальше? Теперь вот этот верх весь наберем петли и обвяжу его платочной вязкой. Все, первый ряд изнаночный, потом лицевой, потом опять изнаночный. Так, первая петля на спице. Буду набирать за одну дужку, за заднюю. Вот косичка проходит. Поднимаю петельку. Средние 5 петель, которые у меня были на маркере, я перенесла на спицу, пересняла. Продолжаю дальше набирать петли. И эти средние петли сейчас провяжу. Сейчас возьму вторую спицу. Так, теперь все, здесь петли не осталось. 5 петель провязываю лицевыми средние. Здесь подтянем, чтобы дырочки не было. И далее продолжаю набирать петли. На 4 спицы наберу. Первый ряд изнаночными провяжу. Потом лицевыми, потом изнаночными. 5-7 рядов закончу изнаночными петлями. И закрою тоже изнаночными. Набираем петли, провязываем. Провязала я 5 рядов в высоту, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, и закрываю петли. Закрывать буду тоже изнаночными. Тогда вот эта вот обвязка, она вот немножечко вовнутрь заворачивается. У меня было 62 петли, я набрала, по боковым сторонам по одной убавила, чтобы не было широко сильно. Ну, роли не играет, 2 петли, но все равно 60 петель у меня осталось по верху. Опять же, у кого какая нога. Так, 2 вместе провязываю изнаночной, закрываю.
закрыла петли до конца. Теперь последнюю петельку соединяю. Все. Хвостики попрячем. Ну и там дальше спрячем хвостик. Вот так вот, чтобы ровненько это все было. Значит так, это какой у нас получился на правую ногу. Сейчас что я сделаю? Провяжу. Не уходите сразу. Провяжу второй следок начала мыска, потому что это будет в зеркальном отражении, чтобы потом не было вопросов, как это и что. Так, сейчас провяжу начало второго мыска в зеркальном отражении, он будет вязаться. Значит, все точно так же. Набрали 13 петель. Так, этот я уберу. Набрали 13 петель темно-синим цветом. Первый ряд провязала все лицевыми. Последнюю петельку прикрепила голубой цвет. Следующий ряд. Первый ряд узора. Так, вместе с накидом будет 4 петли голубых. Первую снимаю. Одну добавляю. Четыре петли. Далее 2 темно-синим. 2 белым. 2 голубым. И синий цвет. Вместе с накидом будет 5 петель. 1, 2, 3. Одну набросили. 4, 5. Первый ряд провязали. Перешли на изнаночную сторону. Вяжем точно так же все по узору. Изнанка у нас без изменений. Провязываем изнаночную сторону. Второй ряд узора, лицевая сторона. Первую снимаю, опять одну добавляем. Теперь у нас ступеньки вот эти вот будут сдвигаться влево. На одну петельку будем сдвигать. Так, 5 петель вместе с накидом провязываем голубым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Извините, 6 петель. Так, 6 петель провязали. Считаю вместе с кромочной. Теперь далее 2 синим. 2 белым. 2 голубым. И оставшиеся петли вяжем темно-синим цветом. У меня темно-синий, у вас может быть другой цвет. 1, 2, 3. Делаем 1 накид, добавку, 4 и кромочная 5. Так, провязали. Перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору. Лицевая сторона, третий ряд провязываем. Первую снимаю, голубой цвет, одну добавила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 голубым провязала. Далее 2 синим. Опять мы сдвигаем на одну петельку. 1, 2, 2 синим, 2 белым. 2
2 голубым и оставшиеся вяжем синим цветом. В конце ряда делаем добавку накид. 1, 2, 3. Также еще провяжем 4, 5 ряд одинаково. По одной петельке будем сдвигать, а потом пойдем в обратную сторону. Сейчас провяжем 5 ступенек. Провязала я 5 дорожек, 5 ступенек, как я их называю. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь поворачиваем в обратную сторону. Сдвигали влево, теперь будем сдвигать вправо. Так, на спице у меня сейчас 23 петли. Я продолжаю делать добавки. У меня 27, как я говорила. У вас может быть на пару петель больше или меньше. 1, 2. В зависимости от размера. 3, 4. Вяжем голубым цветом сейчас. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не довязывая одной петельки, делаю разворот, так сказать. Сдвигаю в обратную сторону теперь. 2 синим, 2 белым и 2 голубым. Все. Оставшиеся петли провязываем синим цветом до конца и в конце сделаю одну добавку. По изнаночной стороне опять же вяжем по узору без изменений. Перешли на лицевую сторону, продолжаем вязание, вяжем по одной петельке, сдвигаем в правую сторону. Опять провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 5 вот этих вот ступенек, провязали. И опять с первого ряда повтор. Сдвигаем влево. Надеюсь, смогла рассказать. Так, продолжаем, вяжу голубым цветом. Еще раз сейчас пройду этот зигзаг. Так, провязываем все голубым, не довязывая одну голубую петельку, начинаем смещать вправо. Синий цвет. 2 синим провязали. Далее 2 белым. 2 голубым и оставшиеся синим цветом. Так, довяжем мысок до конца. Я к вам еще вернусь. Вот эти вот детали, зачин начну вместе с вами. А там уже все будет точно так же вязаться, как и первый следок мы вязали. Так, все довязываем до конца темно-синим цветом. Заканчиваем мысок. Ох, как у меня нитки запутались, ну. Закончила вязать мысок. Так, вот смотрите, что у нас получается. Вот так вот друг на друга вот так будут смотреть. Теперь сейчас я начну вязать вот эту вот первую боковушку, половинку. Буду вязать ее синим цветом. Над голубым у нас идет синим, а внутренняя часть у меня без узора, голубая. Вот так вот. Значит, это будет голубая, это синяя. Провяжу сейчас несколько рядов с узором, чтобы было понятно. Так, средняя также взяла на маркер 5 петель. Теперь, что у нас здесь? Голубой цвет продолжается. Первые 2 петли вместе с кромочной провязываю голубым. Кромочная голубая и вторая у меня голубая. Далее все до конца ряда провязываю синим цветом. И возвращаемся по изнанке. Довязываем до конца, возвращаемся по изнанке. Провязываем изнанку до конца и последнюю петельку сразу я подвяжу белый цвет. Последнюю петлю провязала белым. Так, второй ряд у нас.
Первую снимаю. Так, первую снимаю. Одна белым, одна голубым. И оставшиеся петли до конца ряда все провязываем синим цветом. И возвращаемся по изнанке. Кромочную провязываю также изнаночной. Изнаночную сторону провязываем по узору. И последнюю петельку кромочную я провяжу синим цветом, так как новый ряд у меня будет начинаться темно-синим. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд. Первую снимаю. Одна синим, одна белым, одна голубым, все, оставшиеся до конца ряда вяжем синим цветом, переходим на изнаночную сторону, вяжем по узору. Перешли на лицевую сторону, новый ряд. Первую снимаю темно-синюю, одна синим и еще одна синим. Всего синим вместе с кромочной 3 петли. Одна белая и одна голубая провязываем. Одна белая, одна голубая. Все оставшиеся до конца ряда провязываем синим цветом. По изнанке возвращаемся по узору. Со следующего ряда будем убавлять этот треугольник. Перешли на лицевую сторону. Первую синюю снимаю, одну провязала. Теперь сдвигаются они у нас вниз. Одна белая, одна голубая. Провязываем. Одна белая, одна голубая. Все, оставшиеся петли все до конца провязываю синим цветом. И возвращаемся по изнанке. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаем. Теперь что у нас? Одна белая, одна голубая. Одна белая, одна голубая. И оставшиеся все до конца провязываем темным цветом. Синим цветом, то есть у меня. И еще один ряд. А потом будет повтор самого первого ряда. Вверх-вниз, вверх-вниз по одной петельке. Опять лицевая сторона и последний ряд в этом узоре. Первую снимаю, одна голубая, и остальные все темно-синим. Вернемся по изнанке и следующий ряд начинаем вязать вот повтор, как мы вязали в самом начале. Все, так довяжем до пятки. Вторую половинку провяжем однотонным голубым цветом. Все остальное точно так же, соответственно, как мы вязали весь следок. Я на этом буду закругляться, заканчивать. Надеюсь, смогла все рассказать. Всем спасибо за просмотры, за оставленные комментарии, пожелания. Всем легких петелек. До новых встреч. Пока-пока.